Проснулся, огляделся, понял, что я все там же и что сегодня опять та же самая ватрушка. Встал уже как на работу, особо не задумываясь зачем. Стараясь не сильно громко шуметь, выезжаю из гостиницы в начале 6 утра. Попа, щедро смазанная волшебной мазью, так сказать, снова села, то есть приработалась к памперсу и седлу. Пальцы на обеих руках пока что еще уверенно цеплялись за руль и тормозные ручки, хотя и обладали чувствительностью на 6 из 10. Чуть-чуть потрескивала голова, но я купировал боль ибупрофеном. В общем, не шикарный максимум, но жить можно. На рассвете доехал до городка Антродоко, откуда начинается подъем на 1000-метровый перевал. Нужно будет проехать его, спуститься в следующую низину, еще немного поболтаться вверх-вниз и снова немного подняться к 4-му КП. До него всего ничего, около 100 километров. Смешные цифры. Первый перевал мне удалось преодолеть еще до наступления южноитальянской жары, к тому же гора обеспечивала заслон от солнечных лучей. Но после 10 утра уже стало неприятно, а к 11 невыносимо. Вокруг поля, вдоль шоссе скудная растительность, не дававшая никакой тени. Где-то не доезжая до города Акуила, меня нагнал Драгомир Титей, с которым мой путь ненадолго пересекся еще в Испании. Судя по данным с трекера, еще несколько гонщиков были со мной на одной дороге, кто спереди, кто сзади. В этой области разнообразные треки участников вливались в одно основное шоссе, ведущее к 4-му КП. Вероятность встреч увеличивалась. Да, друзья, сейчас я чувствую, что я приближаюсь к Южной Италии. Обочина могла бы быть и почище. Да. Да и асфальт мог бы быть и получше. Да, сдается, что я только что пересек невидимую границу между Северной и Южной Италией. Тут вот бутылки пошли, какие-то мешки. Вот коробка лежит. О, ящик. Впрочем, через 5 минут мусор с обочины исчез, вместо него возникла оливковая роща, а дорожка повернула влево, в сторону очередного горного хребта. До контроля в уютно примостившемся на склоне горы микрогородочке Пачентро оставались считанные километры. Наконец, путь от предыдущего контроля в Альпах продолжительностью 3 дня подходит к концу. КП располагался в баре на маленькой площади в центре городка. Под навесом на террасе сидело несколько волонтеров, а также моя канадская подруга Элисон, Драгомир и еще пара изможденных гонщиков. Обзавелся единственной приличной фотографией от организаторов, правда на ней я не кручу педали, а прохлаждаюсь. Тут же, не отходя от кассы, я занялся планированием дальнейшего пути. До парома в Албанию, отплывающего в час дня и в полночь из порта города Бари, мне оставалось ехать около 360 км. Из них около 30 – это горная секция сразу после выезда из Пачентро. Еще столько же путь вниз к побережью и примерно 300 километров по равнине, идущей вдоль Адриатики. После недолгого размышления я решил, что надо успевать на паром, отплывающий завтра днем. То есть у меня есть чуть меньше 24 часов, включая всю предстоящую теплую итальянскую ночь. А спать буду днем на пароме. Ну что ж, план спланирован, осталось только реализовать его. Из Пачентро вверх в горы я выехал в самое беспощадное пекло, в 3 часу дня. Гармин показывал 35 градусов. Задувал легкий ветерок, но, честно говоря, ему не очень-то удавалось скрасить мое существование. Повыше, где-то на отметке 1000 метров, стало полегче дышать. Наблюдение за движением облаков подарило свежее осознание, что это последний перевал в Италии, и что дальше все будет легче. И достаточно будет просто расслабленно нажимать на педали, чтобы двигаться вперед. С этими мыслями и иногда матерясь, я дотошнил до верха перевала и скоро начал свой спуск вниз в сторону Адриатического моря. Ближе к вечеру, но все еще придавленный страшной липкой жарой, я закупился едой в очередном дискаунтере. На парковке не было ни деревца, ни лавочки, и я просто плюхнулся на раскаленную тротуарную плитку в тень у стены супермаркета. Почему-то в этот раз я особенно усиленно мечтал о чипсах Принглс и холодной ряженке. Ни того, ни другого, конечно, на полках не оказалось. Наконец, я выехал на побережье. Это было уже мое 5-е море с момента старта гонки. Какое-то время трек шел по велодороге, проложенной, судя по туннелям, на месте бывшей железной дороги. Но довольно скоро я вернулся на запруженное автомобилями прибрежное шоссе, на которое, как бусинки, были нанизаны городки и деревушки разной степени туристичности. Несмотря на то, что сегодня был вечер четверга, на улицах было полно народа, шумных семей с детьми, подростков на скутерах и прочего контингента. На том же шоссе меня накрыла тьма сгущающихся сумерек.
Ближе к полуночи машин стало меньше, а шоссе ушло в сторону от побережья в поля. Это была, честно говоря, очень неприятная ночь. Я не сделал ни одной фотографии, не снял ни одного видео до самого утра. Да и нечего было снимать. Сплошные поля, мигающие вдалеке красные огоньки ЛЭП, замусоренная обочина, закрытые заправки с бродячими собаками. А я-то думал, стаи собак начнут встречаться только на Балканах. В каком-то месте долго пахло чем-то сжженным, как будто траву на полях поджигали. После 3 часов ночи стало рубить. Пару раз останавливался на заправках и дремал по 10-15 минут. Проезд через ночную Фоджу на время прогнал сон. В абсолютно пустом городе на абсолютно пустой улице со мной поравнялся стрёмный черный седан с группой чуваков непонятного свойства и смутных намерений. Наши взгляды пересеклись, и на секунду мне показалось, что сейчас меня будут брать на абордаж. Но, вероятно, мой вид был настолько жалок, а глаза настолько безумны, что водитель дал по газам, и адская колесница свернула в сторону на очередном перекрестке. Утреннее солнце встретило меня где-то в 60 километрах от Бари и парома. Городки, через которые проходила дорога, были ухоженные, хотя явно не богатые и не туристические. Ну вот такое вот. Но вот за пределами населенных пунктов обочина дороги напоминала филиал городской свалки. Это панорама пустыря на въезде в Бари. Вроде как и ничего ужасного, но контраст с ухоженной Северной Италией огромный. Красота. Измотанный, пыльный и с красными глазами я въехал в безумный центр Бари примерно за 1,5 часа до отплытия парома. Въезд на регистрацию и погрузку оказался где-то в 3 километрах от места, указанного на Google картах. На регистрации творилось какое-то невероятное столпотворение и куча мала из людей, машин, автобусов и велосипедов. Но несмотря ни на что, я наконец-то доехал до места, где мне почти 12 часов не надо будет крутить педали. В общем, идем на корабль. Потрясающая способность у итальянцев сделать из самых простой процедуры какой-то невероятный квест с кучей формальностей, бюрократии и местами, где нужно делать разные процессы, размещенные друг от друга на 3 километра. Вместе со мной на паром загрузилось еще около 15 гонщиков TCR, а мое состояние примерно передаем мем с одной известной балериной. Анастасия, как вы держитесь вообще? Я держусь! Тяжело я держусь! Тяжело я держусь! Понимаете? После 500 километров пути и бессонной ночи я по-царски расположился на надувном матрасе в одном из углов пассажирского салона. С переменным успехом я проспал и продремал до самого вечера и вышел на палубу встречать закат. Где-то там Италия, а где-то впереди по ходу корабля Албания.